Этот мужчина думал, что у него опухли вены на спине. Но когда он обратился в больницу, врач присмотрелся и пришел в ужас. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В течение нескольких недель мужчина по имени Ричард страдал от пугающих и все более странных ощущений. Каждое утро он просыпался с жжением и ноющей болью в области спины. Сначала он думал, что это просто аллергия или, может быть, дерматит. Но то, что он увидел позже, навсегда изменило его представление о реальности. Ричард жил в старой квартире в пригороде Денвера, штат Колорадо. Его будни были однообразны: работа в офисе, тихие вечера в одиночестве и бессонные ночи, когда его кожа будто полыхала изнутри. Каждый день он чувствовал, как что-то будто движется под кожей его спины, но не мог разглядеть ничего явного. Он пробовал все — душ с горячей водой, мази, антисептики. Однако неприятные ощущения становились все сильнее. Поначалу он подозревал обычных паразитов. Он считал, что это может быть кожный клещ или даже банальные блохи. Он стирал постельное белье при высоких температурах, обрабатывал квартиру инсектицидами, даже спал на полу, но чувство ползания под кожей не исчезало. После особенно тяжелой ночи. Ричард установил камеру на штативе, направив объектив на кровать. Он хотел запечатлеть момент, когда что-то выйдет наружу. Утром он просмотрел записи. Долгое время ничего не происходило, но примерно в 3 часа ночи одеяло слегка приподнялось, и Ричард заметил еле уловимое движение под своей кожей в районе лопаток. Было ощущение, что кожа дышит или кто-то под ней двигается. Он перемотал момент снова. Движения были неотъемлемы от его тела, как будто что-то жило внутри него. На следующий день он вызвал специалиста по дезинфекции. Мужчину звали Майкл Коллинз. Это был спокойный, пожилой эксперт, проработавший всю жизнь с вредителями. Он осмотрел квартиру, проверил мебель, матрас, даже разобрал деревянный каркас кровати. После часа молчаливой работы он посмотрел на Ричарда с недоумением и сказал: «Абсолютно никаких следов насекомых. Ты уверен, что ощущения появляются ночью?» Ричард кивнул. «Да, каждую ночь усиливаются. И я думаю, это внутри меня». Майкл слегка нахмурился, а потом сказал: «Я бы порекомендовал тебе обратиться к врачу. Это может быть что-то медицинское. Возможно, неврологическое или кожное заболевание, и с этим лучше не затягивать». Разочарованный, Ричард записался на прием к дерматологу, доктору Саре Уолберг. Она внимательно осмотрела спину, нахмурилась и взяла образец ткани. «Здесь воспаление. Под кожей явно кто-то есть. Возможно, паразит», — сказала она, глядя на экран УЗИ. «Похоже на движение, как будто под эпидермисом, извивающееся тело». Ричард побледнел. Его начало знобить. Через день доктор Уолберг позвонила. Биопсия подтвердила наличие инородного биологического элемента. Это не опухоль и не аллергия. Это живое существо. Я рекомендую вам немедленно обратиться к паразитологу или энтомологу. Это все очень серьезно. Так Ричард попал к доктору Стивену Холлифилду, специалисту по паразитам, который участвовал в исследованиях редких видов организмов, занесенных в Европу с импортом. «Вы уверены, что это началось после переезда в эту квартиру?» — спросил Стивен, листая бумаги. Ричард кивнул, а затем прошептал: «Я переехал 3 месяца назад. Купил кровать на распродаже в антикварном магазине». «Возможно, вы принесли нечто необычное», — пробормотал Стивен и отправился вместе с Ричардом на осмотр квартиры. С помощью специального оборудования он взял пробы с мебели, пыли и даже со стен.
Когда он заглянул под обивку спинки кровати, его лицо изменилось. «Я нашел нечто необычное», — сдержанно сказал доктор. «Возьму это в лабораторию, но готовьтесь к худшему». Ричард почти не спал в ту ночь. Его тело горело, а спина чесалась невероятно сильно. Ужас усилился. Утром он обнаружил, что вся спина опухла, и в центре лопаток кожа пульсировала, как будто изнутри что-то тянется наружу. Телефон зазвонил. Это был Стивен. «Ричард, приезжай немедленно. Я должен тебе показать это лично», — прокричал доктор. В лаборатории Ричард увидел микроскоп. В чашке Петри лежал тонкий, извивающийся организм. Доктор Холлифилд кивнул. Это Оксирхакис дермата, паразитический подкожный червь, редко встречающийся за пределами тропиков. Он зарывается под кожу и живет между мышечными слоями. Его яйца откладываются внутри тканей и вылупляются в течение нескольких недель. То есть во мне змея, и она откладывает яйца? Выкрикнул Ричард. Почти. Это не змея в привычном смысле, но организм червеобразной формы, длиной до 15 сантиметров. Учитывая симптомы, она достигла взрослой стадии. Нужно срочное хирургическое вмешательство, объяснил доктор Холлифилд. В тот же вечер Ричарда госпитализировали. В операционной врачи с трудом извлекли движущееся существо, которое изогнулось, когда его вытянули из-под лопаточной зоны. Оно извивалось еще несколько секунд после извлечения. Операция прошла успешно. Через неделю Ричард снова встретился со Стивеном. «Мы установили, — сказал доктор, — что яйца паразита были занесены с тканевой обивкой кровати, произведенной в Южной Азии. Случай уникальный. Теперь мы внесли этот вид в международные базы. Возможно, это поможет предотвратить подобные инциденты в будущем». Таким образом, Ричард стал жертвой редчайшего медицинского феномена — подкожного паразитического червя, чей жизненный цикл развивался прямо у него под кожей, что требовало немедленного вмешательства для предотвращения серьезных осложнений. Дорогие зрители, как вы считаете, стоит ли уделять больше внимания происхождению предметов домашнего интерьера? Что бы вы сделали на месте Ричарда? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.